Всем привет! Скоро наступит светлый праздник Пасхи. И снова готовим очень вкусные и красивые куличи по традиционному, старинному, семейному рецепту. Сразу скажу, процесс приготовления не быстрый и довольно трудоемкий, но результат того стоит. Куличи получаются великолепные, очень воздушные, высокие. Видите, какая здесь очень хорошая глазурь, которая совершенно не прилипает. И я разрезаю. Кулич просто воздушный. Надо резать очень аккуратно. Тесто здесь невероятное. Я разрезаю ножиком-пилкой и раскрываю. Посмотрите. Это просто красота. Нежнейшее воздушное тесто, много цукатов, пахнет замечательно. И, кстати, сегодня помогал вымешивать тесто мне мой сын Артем. Я думаю, вам стоит это посмотреть. Это просто очень интересно. Посмотрите, какая структура этого теста. Просто такая воздушная, невесомая. Вообще сами куличи получаются просто невесомые. Очень легкие, ароматные, много цукатов. И, конечно, они вырастают очень высокими. И долго сохраняют вот эту свою такую легкость и свежесть. Они долго остаются вот такими мягкими. Сегодня будем готовить замечательный, очень вкусный кулич, традиционный кулич по моему семейному рецепту. По этому рецепту я готовила куличи всегда очень много лет. Они получаются великолепные. И для того, чтобы приготовить тесто, мне понадобится 10 желтков. Яйца у меня здесь среднего размера, желтки весом примерно по 17-18 грамм. Мука 450-480 грамм. Будем смотреть по консистенции теста. В конце замеса я скажу точно, сколько у меня ушло муки. 225 мл теплого молока, примерно 38 градусов. Сахар. Здесь у меня 120 грамм сахара белого. И я решила добавить 30 грамм темно-коричневого тростникового сахара. Он придаст куличам такой слегка карамельный вкус и немножечко цвета. Также дрожжи. Здесь у меня сухие дрожжи 7 грамм, четверть чайной ложки соли, растопленное сливочное масло 110 грамм. И, кстати, если вы не найдете тростниковый сахар, в этом нет ничего абсолютно страшного. Используйте обычный белый сахар. Тогда его понадобится всего 150 грамм. Ароматизировать кулич я буду экстрактом ванили 1 чайной ложкой. Также в куличи я буду добавлять шафран. Наконец-то мне удалось купить шафран, и поэтому я его использую во многих своих рецептах, потому что это очень замечательная специя. И также она дает прекрасный цвет тесту. Я беру щепотку шафрана, и здесь у меня 25 мл горячего молока. Я залила шафран горячим молоком. Это идет от общего количества молока. То есть всего я использую 225 мл молока. Также я буду добавлять цедру лимона и цедру апельсина. Здесь у меня примерно пол чайной ложки цедры лимона и где-то полная чайная ложка цедры апельсина. Конечно, никакие куличи не обходятся без цукатов, чтобы они были вкусные и красивые. Здесь у меня 150 грамм различных цукатов. Здесь курага, изюм, клюква, и у меня еще здесь есть немножечко голубики. И цукаты я буду заливать свежевыжатым соком апельсина. Здесь у меня 100 мл сока. Приготовим опару. В миску я вливаю теплое молоко. Добавляю 2 столовые ложки сахара. Всыпаю дрожжи. Хорошо перемешиваю. И сейчас мы готовим именно опару, а не просто будем наши дрожжи. Сюда я сейчас просею несколько ложек муки.
примерно 3-4 ложки. Перемешиваю. Муки недостаточно, сейчас добавлю еще. Просеиваем. Обязательно просеивайте муку, чтобы тесто у нас хорошо насытилось кислородом. Перемешиваю. Вот получилась та консистенция, которую я хочу. Вот такая масса. Хорошенечко все перемешали. Вы должны помнить, что все ингредиенты у вас обязательно должны быть теплые. И желтки, и молоко, и масло. Все должно быть теплое. Закрываю миску с опарой пищевой пленкой. И оставляю в теплом месте на 30 минут. Мне надо, чтобы опара хорошо подошла. Обычно, кто смотрит мои видео, знают, что я оставляю тесто в микроволновке, ставлю рядом стакан с горячей водой и закрываю дверцу микроволновки. Так у меня получается такой шкафчик. Конечно, при этом микроволновку я не включаю. И также сразу заливаем цукаты апельсиновым соком. Оставляем настаиваться. И я покажу, как я залила горячим молоком шафран. Посмотрите, вот у меня здесь шафрановые нити. И если вот их залить таким образом горячим молоком и нити еще слегка потереть, получается вот такой красивый цвет. Кстати, если вы не найдете шафран, ничего страшного. Можно готовить и без шафрана. Посмотрите. У меня опара просто замечательно подошла. Выросла больше, чем в 2 раза. И только теперь можно продолжать делать тесто дальше. Если у вас такого не произошло, значит дрожжи плохие. И лучше из них куличи не готовить. В желтки я добавляю соль. Добавляю сахар. Также добавляю коричневый сахар. И желтки мне надо хорошо взбить до бела, и чтобы они стали такими пышными. Посмотрите, я очень хорошо взбила желтки. Конечно, масса у меня белой не стала, так как у меня здесь коричневый сахар, но она стала очень пышной. И фактически растворился весь сахар. Сейчас сюда добавляю молоко шафрановое. Видите, какое оранжевое. Очень красивый цвет. Вливаю. И нити шафрановые тоже сюда отправляю. Добавляю цедру апельсина и лимона. Чайную ложку экстракта ванили. И также сюда вливаю растопленное сливочное масло. Снова хорошо все взбиваю. Пришло время добавить нашу опару. Аккуратненько добавляем опару. Перемешиваю. Перемешиваю коротко. И теперь сюда маленькими порциями буду добавлять муку. И перемешивать миксером в начале, сколько позволит тесто. Потихонечку просеиваю, слегка перемешаю и взбиваю. Как только все перемешалось, это буквально секунд 30, просеиваю сюда еще муку. Снова все перемешаю миксером. Я думаю, мне еще это количество муки позволит перемешать миксером. Уже миксер с трудом у меня проворачивается. Я убираю миксер, снимаю венчики и дальше буду замешивать тесто руками. Хорошо снимаю тесто с венчиков. Я просеиваю сюда почти всю оставшуюся муку. Оставлю, грамм 30, наверное, муки. И буду смотреть уже по консистенции теста, надо ли мне еще добавить муки или нет. И сейчас замешиваю уже тесто
руками. Хорошенечко все соединяю, чтобы масса стала однородной. Вообще, когда готовите тесто для куличей, я не устаю об этом повторять. Должно быть очень хорошее настроение, дома должна быть тишина и не должно быть никаких сквозняков. Тесто для этих куличей особенное. В него не надо добавлять слишком много муки, чтобы не забить тесто мукой. Тесто должно получиться таким довольно липковатым. Но я все равно вижу, что сюда я могу добавить еще оставшуюся у меня муку. Добавляю вот эти вот 30 грамм, которые у меня остались. И то есть у меня в тесто ушло ровно 480 грамм муки. Вообще тесто очень любит руки. Тогда оно получается, наверное, самое вкусное, когда вы вкладываете в него душу. Посмотрите, я хорошо вот так вот промесила тесто. Хорошо у меня все смешалось. Тесто я месила примерно минут 5. Видите, совсем нет нигде муки. Вот так вот я хорошо размешала до однородности. И сейчас аккуратненько подбираю тесто с краем миски, чтобы ничего тут у меня не подсыхало. Я оставлю тесто подходить. Подходить оно будет примерно 1 час в теплом месте. Как я уже говорила предварительно, я его поставлю в микроволновку. Тесто я закрываю пищевой пленкой и отправляю на расстойку на 1 час. У меня прошел примерно 1:20. Тесто просто великолепно подошло. Оно увеличилось в объеме больше, чем в 2 раза. Посмотрите, полная миска теста получилась. Вы тоже смотрите, как подходит ваше тесто. Тесто очень сдобное, в нем много сахара, масла, поэтому оно может подходить чуть дольше. Возможно, вам понадобится не час, а как мне 1:20 или больше времени. Теперь, что мы делаем? Я слила цукаты, слила сок через сито, и сейчас цукаты я обсушу бумажными полотенцами. Перекладываю их на бумажные полотенца и хорошенечко все промокну, чтобы потом мы, когда будем их добавлять в тесто, чтобы они не были мокрыми. И также я хочу сориентировать вас по формам, в которых я буду запекать куличи. И вы слышите, я сейчас стараюсь говорить немножко тише, потому что рядом со мной стоит тесто в миске, и я не хочу говорить громко. Обязательно вы тоже должны соблюдать дома тишину, когда готовите куличи. Итак, кто смотрел мои видео, уже, наверное, привыкли, в каких формах я выпекаю куличи. Это у меня форма разъемная, диаметр формы 12 сантиметров, высоту я нарастила при помощи пергаментной бумаги до 15 сантиметров. И вторая форма у меня из-под консерв, из-под персиков, диаметр 10 сантиметров, и высоту также я нарастила до 15 сантиметров. Внутри, на дне у меня пергаментная бумага, бока тоже пергаментная бумага, слегка смазала растительным маслом без запаха. Так, посмотрите на это тесто ближе. Я его сейчас буду доставать из миски. Вы видите, какое это тесто? Оно просто нежнейшее. Я даже возьму лопатку, чтобы полностью его хорошенечко достать из миски. И как видите, стол я не подсыпаю мукой. Я буду вымешивать тесто уже без муки. Вымешивать надо долго, до того состояния, пока тесто перестанет приставать к рукам и к столу. Я также взяла себе скребочек, чтобы можно было подбирать тесто. И сейчас тесто будем месить. Как я уже сказала, это самый трудоемкий процесс, который займет довольно долго времени, смотря как интенсивно вы будете это делать. Но это может занять минут 20-25. Итак, хорошо замешиваем. Мой сын Артем предложил мне сегодня помочь и попробовать вымесить тесто. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Я думаю, куличи будут самые вкусные.
Друзья мои, по-моему, здорово получается у Артема. Очень хорошо. Таким образом, тесто будем месить примерно минут 10, а потом перейдем к другой технике замешивания. Трудный процесс. Главное найти ритм и дыхание. Так что мои фитнес-навыки тут не помогут. Скоро праздники, скоро будем наедаться до отвала. Это же, конечно, лишние калории, но ничего страшного. Заходите ко мне на канал, будем худеть вместе. Я также очень сильно люблю куличи, тем более моя мама делает их просто замечательно. Друзья мои, пишите обязательно в комментариях, как вы думаете, у Артема, по-моему, получается здорово. А как на ваш взгляд? Очень рекомендую, подключайте к процессу приготовления куличей ваших детей, мужей, пускай помогают. Это очень здорово. И тогда ваши куличи будут самыми классными. После того, как тесто уже начинает отлипать от стола, вот видите, Артем его приподнимает, и тесто начинает отлипать от стола, мы переходим к другой технике замешивания теста. Вы приподнимаете тесто, шлепаете его об стол и накрываете, делаете такой как бы капюшончик. Тогда тесто насыщается еще больше кислородом и получится очень классным, очень воздушным и таким пышным, кружевным. Артем, как тебе новая техника? Супер! Артем мне очень помог, здорово вымесил тесто. Посмотрите, я его приподнимаю, оно уже отрывается от стола. Я могу руки оторвать, тесто фактически не прилипает. Вот оно остается вот таким, слегка еще липковатым. И именно когда тесто становится вот таким, слегка липковатым, но уже отстает от стола, так Артем у меня поедает цукаты. Мы будем добавлять в тесто цукаты. Итак, ну что, друзья мои, увидимся у меня на канале Артем Фитнес. У меня сотни различных упражнений, которые подходят для каждого. Мы сегодня очень хорошо вымесили тесто. Я себе подготовила здесь немного растительного масла, чтобы мне было удобнее потом подобрать тесто. Цукаты обязательно хорошо обсушите бумажными полотенцами, чтобы они были сухие. Сверху присыпаю немного мукой. Так они легче вмешаются в тесто. Тесто я слегка вот так вот растягиваю и буду постепенно сюда добавлять цукаты и замешивать. Уже слишком сильно ничего я не вымешиваю, а просто подбираю тесто. Вот таким образом, видите, оно когда чуть-чуть полежит на столе, оно опять начинает немного прилипать. И добавляю еще цукаты. Хорошенечко все распределяю в тесте. Сейчас при дальнейшем замесе теста я уже буду добавлять немного масла. Руки смазывать маслом, чтобы тесто сильно не прилипало. Посмотрите, вот окончательный итог, какое тесто должно получиться. Оно очень нежное, живое. Посмотрите, какое оно мягкое и очень ароматное. Пахнет великолепно. Я отделила кусочек теста и его подкатываю вот так вот немного в руках. Руки я смазала растительным маслом, чтобы тесто было вот таким гладким. Выкладываю тесто в форму и немножечко прижимаю, утрамбовываю. Тесто не должно занимать больше, чем 1/3 формы. Это тесто настолько сильно растет, куличи будут очень высокими, поэтому вы должны смотреть. Не перекладывайте тесто в форму, иначе куличи просто сломаются. Они очень-очень пышные и легкие. Получается структура очень похожа на итальянские панеттоне. Я заполнила все формы тестом. Посмотрите, видите? Здесь даже в маленьких формах, так как они у меня более узкие, я выложила тесто даже, наверное, чуть меньше, чем 1/3. Потому что, еще раз говорю, тесто очень нежное получается, и чтобы оно держалось, чтобы наши куличи не сломались. Теперь важный момент. Ставим наши куличи, наше тесто подходить примерно на 1,5 часа. Я опять-таки ставлю тесто в микроволновку и ставлю рядом стакан с горячей водой. Придумайте свое теплое место, чтобы они там стояли у вас и подходили. Это может быть и духовка, которая была включена, а затем вы ее выключили, и она немного остыла. Либо в духовке можно включить лампочку и поставить тоже стакан с горячей водой. Тоже прекрасное место для подхода теста. Итак, оставляем тесто на 1,5 часа и потом будем выпекать куличи.
Посмотрите, у меня прошло 1,5 часа. Тесто фактически заняло всю форму. Я сейчас с куличами обращаюсь очень аккуратно. Главное, чтобы случайно не стукнулись друг об друга формы. Тогда куличи могут просто осесть. Поэтому обращаемся очень бережно и отправляем их выпекаться в уже хорошо разогретую до 170 градусов духовку. Примерно на 15 минут. Затем я снижаю температуру духовки до 160 градусов и выпекаю еще 15-20 минут. Еще раз повторяю, как я говорила во всех своих других рецептах. Смотрите по своей духовке, только вы знаете, как она печет и свои особенности. Также у меня духовка небольшая, нагревательный элемент находится довольно близко, а куличи, как видите, высокие. Поэтому я сразу свои куличи закрываю сверху фольгой, чтобы они не подгорели сверху. Мои замечательные куличи уже готовы. Посмотрите, как сильно они выросли. У меня куличи буквально чуть ли не достали уже до самого потолка духовки. Очень высоко. Поэтому очень внимательно, когда насыпаете тесто в формы. Его не должно быть больше, чем на 1/3. Проверяйте готовность. Деревянная шпажка должна быть полностью сухая. У меня куличи готовы. Пеклись они ровно 40 минут. Конечно, как я уже сказала, вы смотрите по своей духовке. И здесь я подготовила решетку, на которую уложила 2 мягких полотенца. Сейчас куличи я буду вынимать прямо вот на эти полотенца, потому что они настолько вот такие пышные, что они не могут стоять. Их надо сразу уложить на решетку. Вы видите, кулич я достаю прямо на полотенце из формы и снимаю донышко аккуратно, чтобы он ни в коем случае не согнулся. Он такой пышный. Сразу же вынимаю все куличи. Куличики я расположила на полотенце, и обязательно, пока они горячие, вы должны их слегка поворачивать, чтобы они не примялись, чтобы бочки не примялись, потому что тесто просто здесь невероятное. Все куличи у меня остыли, и после этого я их украсила сахарной глазурью, которую готовила на желатине. Как сделать сахарную глазурь на желатине, я обязательно оставлю ссылку под видео в описании. И также сверху, как вы видите, я красиво украсила куличи различными посыпками. Друзья мои, очень хочу попробовать эти замечательные куличи. Но кто досмотрел это видео до этого момента, раскрою еще один небольшой секрет. Если вы хотите, чтобы ваши куличи получились вот такими красивыми, но вы опасаетесь, что они могут упасть, потому что действительно они получаются очень высокими, чуть меньше оставляйте куличи на расстойке, когда вы их уже выложили в форму. Не 1,5 часа, как я, а, допустим, час или час 10, чтобы тесто увеличилось всего лишь в 2 раза, не больше. Тогда уже точно вы будете знать, что куличи не опадут, потому что тесто будет чуть-чуть более плотное. Но если вы уверены в своих силах, конечно, можете подождать, когда они вырастут вот такими высокими. Итак, я сейчас попробую этот кулич. Это просто что-то, конечно, невероятное. И я очень рада, что сегодня мне помогал мой сын Артем. Так что я очень рекомендую, подключайте к процессу приготовления куличей своих детей и родных. Это очень весело. Меня очень многие в комментариях спрашивают, какой кулич вы бы выбрали и пекли сами. Потому что у меня на канале действительно сейчас много куличей. Но этот именно традиционный кулич, который я пеку уже на протяжении очень многих лет. Вся моя семья знает, что я всегда на Пасху пеку очень много куличей и всегда всем раздаю, всем своим родным. Вот эти куличи для меня самые вкусные. Здесь это вот это необыкновенное тесто, которое не крошится, которое очень нежное и воздушное. И куличи получаются просто невероятные. Я вам рекомендую потренироваться, приготовить заранее, чтобы быть уверенными, что у вас получатся такие красивые куличи, и приготовить их на Пасху. Я поздравляю всех с наступающим праздником Светлой Пасхи. Давайте испечем самые вкусные и красивые куличи. Желаю всем приятного аппетита.
ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!